Привет, я Таня, и это подборка из новых фильмов, которые уже вышли в хорошем качестве. Продолжайте смотреть, и вам будет что посмотреть в эти выходные. Последний клиент. В день, когда новостные ленты сообщают о хладнокровном убийстве беременной женщины и ее новорожденного ребенка, к преуспевающему психологу Сюзанне Хартман обращается молодой человек с необычной просьбой. Мужчина, с детства лишенный родительской любви, мечтает навсегда покинуть этот мир. Чудо. 1862 год. Медсестра Ли Брайт приезжает в ирландское поселение, чтобы обследовать 11-летнюю Анну, которая уже несколько месяцев обходится без еды, но чувствует себя хорошо. Девочка говорит, что ей помогает манна небесная, а Лип тем временем хочет узнать, что же происходит на самом деле. Черный Адам. 5000 лет назад Черный Адам был наделен силами египетских богов и заключен в тюрьму. Теперь он освобождается из своей усыпальни и готовится явить миру уникальный подход в борьбе за справедливость. Тар. Всемирно признанная дирижер и композитор Лидия Тар становится первой в истории женщиной-дирижером Берлинского филармонического оркестра. Она дает интервью, выпускает книги, преподает и в новой должности приступает к репетициям симфонии номер 5 Малера, а также заботится о своей партнерше, первой скрипке оркестра и маленькой приемной дочери. Но когда одна из ее бывших подопечных кончает с собой, безупречная репутация Лидии оказывается под угрозой. Страна снов. Юная Немо находит таинственную карту, которая переносит ее в страну снов, где девочка надеется встретить покойного отца. Дурной глаз. Дизайнер модной одежды готовится к своему главному показу. Но после трагических событий ее беспокоят ужасные видения, которые мешают ей работать и жить. Внезапно в ее доме в самом центре Лондона появляется знахарка. Парой касаний она избавляет Кристен от кошмаров и дрожи в руках. Но эффект временный и требует повторов. Вскоре семья девушки замечает, что помимо этой знахарки в доме поселится кто-то еще. Все ненавидят Йохана. Йохан – последний представитель отважного семейства Гранде, чья страсть к пиротехнике настраивает против него всю общину. Он рано потерял родителей, сумел прослыть белой вороной и с юных лет безответно влюблен в соседскую девушку. Отвергнутый родной деревней Йохан покоряет Америку и спустя годы возвращается домой, чтобы просить руки возлюбленной. Мой домашний крокодил. Семья Прим переезжает в Нью-Йорк, где выясняется, что в их доме на чердаке живет поющий крокодил Лайл. Лайл помогает адаптироваться после переезда маленькому Джошу Приму, но злобный сосед мистер Грампс хочет, чтобы зверя изолировали от людей. Стражи Галактики. Праздничный спецвыпуск. Стражи Галактики отмечают Рождество и отправляются на Землю, чтобы отыскать идеальный подарок для Питера Квилла. Время Армагеддона. Пол Граф растет в окружении любящей семьи мамы, папы и дедушки. Пол мечтает стать артистом и дружит с афроамериканцем Джонни, с которым курит в туалете. Опасаясь за будущее мальчика, родители переводят его в престижную школу. Но Пол не согласен с тем, какое будущее для него готовят родители. Покерфейс. Джейк с детства был азартным. Он обожал риск и карточные игры. Вместе со своими лучшими друзьями он часто играл в покер. Дро-покер, стад, Амаха, лоубол и, конечно, техасский холдем. Его страсть приносила ему не только радость, но он благодаря этому заработал целое состояние. Но не всем друзьям его так повезло. Кто-то ударился в политику, кто-то написанием книг, а кто-то и вовсе с трудом сводит концы с концами. Что ж, скоро им придется вспомнить старые добрые времена. Треугольник печали. Пара моделей Карл и Яа отправляются в круиз на роскошной яхте в компании богатых пассажиров, где можно встретить русских бизнесменов и британских производителей оружия, и даже гения IT. Капитан судна марксист, находящийся в перманентном запое. Пока все идет своим чередом. Гости отдыхают, персонал трудится, жена русского бизнесмена чудит. Но вскоре произойдет неожиданное событие, которое перевернет заведенный порядок и вынудит некоторых переосмыслить свое место и значимость. Икар. На острове Крит во время правления царя Миноса люди поклоняются богам Олимпа, которые внушают страх и трепет. Только глупец посмеет им перечить. Только Икар в одиночку противостоит царю и Олимпу ради своего лучшего друга, таинственного мальчика с головой быка. Я надеюсь, вы нашли идеальный фильм для просмотра в выходные, да или просто в будний день. Пожелаю вам приятного, конечно же, просмотра, хорошего дня и хорошего настроения. Всем пока-пока!